Всем огромный привет! Вы находитесь на моем канале «Сказочная страна Амигуруми». И сегодня я хочу связать с вами вот таких вот совят, связать вместе с вами и показать свой вариант совушек. Они очень хорошо стоят за счет хвостика своего. Это полностью цельновязанная игрушечка. И есть вот такая вот совушка, выпускница, получается, вот такой вот шляпки. То есть можно без шляпки, можно в шляпке. Вот такой вот выпускной с кисточкой. Размер этих совушек 6,5 сантиметров. И давайте свяжем вместе с вами. Для вязания совы в этот раз я возьму цвет тела, вот такой вот бежевый цвет. Такой темно-бежевый. Значит, желтые будут у меня лапки. Шляпку мы с вами свяжем с Yarnart Jeans. Вот такой вот у меня меланжевый черный цвет. Можно просто взять черный. Этикетки не сохранились, поэтому не могу сказать ни на одной пряже этикетку. Значит, вся пряжа плюшевая на 100 грамм 120 метров. Можно взять любого производителя. Также крючок у меня 4,5. Глазки 10 миллиметров. Понадобится еще ножницы, маркер, ну и иголочка, естественно. Иголочка для того, чтобы пришивать шляпу. Итак, начинаю вязать шляпку. Забыла вам сказать о том, что для шляпки, для Yarnart Jeans, я взяла крючок номер 3. И давайте с вами свяжем сначала шляпку. Шляпка будет состоять из двух частей. Вначале мы с вами свяжем конус, а потом верхушечку шляпки. Итак, в кольцо амигуруми я провязываю 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Стягиваем колечко. Вот первый ряд провязан. Теперь второй ряд. Второй ряд все прибавки. В каждую петлю прибавка. 2 столбика без накида. Это первая прибавка. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая, шестая, седьмая и 8. Итак, второй ряд провязан, 16 столбиков по кругу. Теперь мы провязываем третий ряд. Третий ряд вяжем за заднюю стеночку петли 16 столбиков без накида. За заднюю стеночку провязываем 16 столбиков без накида. Третий ряд. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Провязали третий ряд, 16 столбиков по кругу. Теперь четвертый и пятый ряд провязываем за полную петельку 16 столбиков без накида. За полную петельку провязываем так 2 ряда.
Итак, связала я вот такой вот конус. Вот эту вот часть круглую, которая до задней стеночки, то есть первый и второй ряд, мы будем с вами приклеивать к шляпке. Я его приклеиваю, я его не пришиваю, хотя можно и пришить. Это уже на ваше усмотрение. Я это приклеиваю. И оставляю длинный хвостик для пришивания уже к самой совушке. Теперь давайте свяжем верхушку шляпки. Итак, начинаем вязать верхушечку. В кольцо амигуруми я опять провязываю, вяжу той же троечкой, провязываю 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Стягиваю колечко. Вот у нас получается первое колечко. Теперь второй ряд. Второй ряд провязываем так. Столбик без накида. Провязываем в первую петельку. Столбик без накида. В следующую петлю я провязываю 3 столбика без накида в одну петельку. 1, 2 и 3. Дальше опять провязываю следующую петельку 1 столбик без накида. В следующую опять 3 столбика без накида в одну петлю. В 1 столбик. 1, 2 и 3. Это уже будет второе повторение. Третье повторение точно так же. Столбик без накида в следующий столбик. И в следующую петельку я провязываю 3 столбика без накида в одну петлю. Вот у нас уже вырисовывается квадратик. Теперь дальше столбик без накида, последнее повторение. И в последнюю петельку я провязываю 3 столбика без накида в одну петлю. Стягиваю немножко колечко. Вот такой вот квадратик у нас уже вырисовывается. Второй ряд провязан. Во втором ряду у нас получается 16 столбиков. Третий ряд. Третий ряд провязываем так. Столбик без накида. 1 и столбик без накида 2. Дальше провязываю 3 столбика без накида в одну петлю. 1, 2 и 3. Дальше провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Теперь 3 столбика без накида в одну петлю. Теперь опять 3 столбика без накида по цепочке. Теперь следующий столбик, опять 3 столбика без накида в одну петельку. Теперь провязываем опять 3 столбика без накида по цепочке. И опять в одну петлю 3 столбика без накида. И в конце я провязываю 1 столбик без накида. Третий ряд провязан. Четвертый ряд. Провязываем 3 столбика без накида. Опять провязываем в 1 столбик 3 столбика в одну петельку. 1, 2, 3. Теперь провязываю 5 столбиков по цепочке. 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Перешли к следующему углу, ко второму. Провязываю тоже 3 столбика в одну петлю.
Теперь опять 5 столбиков без накида. Так, запуталась у меня тут ниточка. Узелочек. Сейчас, минуточку. Так, теперь дошли до третьего угла. И провязываю опять 3 столбика без накида в одну петельку. Теперь опять 5 столбиков без накида. И опять провязываем в угол 3 столбика без накида в одну петельку. И провязываем в конце 2 столбика без накида. Вот мы провязали 4-й ряд. И последний 5-й ряд провязываем таким образом. 4 столбика без накида до угла. 1, 2, 3 и 4. Дальше в угол 3 столбика без накида в одну петлю. 1, 2 и 3. Дальше провязываю 7 столбиков без накида по цепочке. Теперь в угол я провязываю 3 столбика без накида в одну петельку. Провязали мы второй угол. Дальше опять 7 столбиков без накида по цепочке. Опять провязываю 3 столбика без накида в одну петельку. Теперь опять провязываю 7 столбиков без накида по цепочке. И провязываю опять 3 столбика без накида в одну петлю. В конце провязываю 3 столбика без накида. Вот провязали мы верхушку шляпки. Теперь я делаю соединительный столбик. Отрезаю ниточку и фиксирую. Теперь беру иголочку. И прячем ниточку. Прячу я где-то в серединку. Все, верхушечка готова. Итак, я нарезаю просто обычные
точно такие же полосочки, небольшие, сантиметров по 10, чтобы удобно было завязывать. Вот такие вот 4 полосочки. Вот, и одну подлиннее. Вот, собираю их. Вот, и просто завязываю. Завязываю на узелок. Теперь складываю вот так вот пополам. Беру еще одну коротенькую ниточку. Вот. И делаю вверху вот такую вот как бы как кисточку. Завязываю. Тоже на узелочек. Вот получается вот такая вот кисточка. Вот обрезаю я где-то приблизительно, чтобы оставались вот такие вот, где-то сантиметр от узелочка, и просто распускаю ниточки иголкой. Вот так вот просто распускаю. Все, вот такая кисточка получается. Теперь я беру вставляю в середину. Вот в серединку я вставляю. Ну и оставляю столько, сколько необходимо. Здесь я завязываю. Получается кисточка. Здесь я хвостики обрезаю. Все, и теперь нам нужно вот этот вот конус вот приклеить к серединке. Давайте приклеим. Итак, шляпка наша выпускника готова. Я ее приклеила. Итак, я уже взяла плюшевую пряжу под цвет тела и 4,5 брелочек. И набираю 2 воздушные петли. Во вторую петлю от крючка я провязываю 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Провязали 9 столбиков. И теперь вяжем второй ряд. Во втором ряду у нас все прибавочки. Должно получиться 18 столбиков. В каждую петлю я провязываю вместе с хвостиком прибавку.
Первую прибавку провязала, ставлю маркер в первый столбик. Дальше провязываю вторую прибавку. Подтягиваю хвостик. Третью прибавку. Четвертую. Пятую. Шестую. Седьмую. Восьмую. И девятую. 9 прибавок мы провязали. Второй ряд мы провязали, 18 столбиков по кругу. Третий ряд. Снимаю маркер. Провязываю 2 столбика без накида. В первый столбик ставлю маркер. Следующую еще один столбик. И в следующую прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше опять провязываю 2 столбика прибавка. Последнюю прибавочку, последнюю петельку я не довязываю. Будем вязать ножку, поэтому я присоединяю желтую ниточку. Цвет ножек. Вот, и заканчиваю уже желтой ниточкой. Теперь следующую петельку я буду вязать ножку, которая состоит из 2 столбиков с накидом. Это шишечка, которая состоит из 2 столбиков с накидом. Провязываем вместе. И воздушная. Дальше провязываем так. Воздушную петельку я уже меняю ниточку. Мы провязываем только лапку. Дальше провязываем уже по кругу 1 столбик без накида. Затем провязываю 2 прибавки подряд. Первая прибавка. Дальше еще одна прибавка. И 1 столбик без накида я не довязываю, меняю ниточку на желтую. И в следующую петельку провязываем вторую лапку, которая состоит из шишечки, 2 столбиков с накидом. И провязываю вместе, меняю ниточку. И дальше вяжем таким образом 2 столбика без накида. Прибавка. И последнее повторение. 2 столбика без накида. И в последнюю прибавка. Итак, третий ряд провязан. В третьем ряду у нас 24 столбика. Желтую ниточку я обрезаю. Немножко вот так вот кончики. Я вот так вот их подпаливаю. И к детали их приплавливаю. Вот так вот. Все. Хвостик тоже можно, чтобы он нам не мешал. Все. Теперь провязываем 4-й ряд. В первую петельку я буду провязывать хвостик за переднюю стеночку петли. Вот. За переднюю стеночку петли провязываем соединительный столбик. Затем 3 воздушные. И провязываю я в первую петельку за переднюю стеночку 4 столбика с накидом. 1, 2, 3 и 4. Теперь 3 воздушные петли и соединительный столбик опять же в эту петельку, в первую, за переднюю стеночку. Вот у нас хвостик вот такой вот получается. Дальше по кругу я провязываю 23 столбика без накида за полную петельку.
Итак, 4-й ряд провязан. Вот такая вот деталь получается. В 5-й ряд. 5-й ряд провязываем 24 столбика без накида по кругу, без прибавок и убавок. Только первая петелька у нас за заднюю стеночку. Вот это будет первая наша петелька, начало ряда. Провязываю ее. И ставлю маркер в первый столбик. И дальше провязываем по кругу 24 столбика без накида. Итак, провязала я 5-й ряд, 6-й ряд. В 6-м ряду будем вязать крылышки, поэтому провязываем так. Первый столбик провязала, ставлю маркер. Это будет 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязали 7 столбиков, теперь вяжем крылышко. В следующую петельку за переднюю стеночку петли, провязываем столбик без накида. Дальше в эту же петельку провязываю я 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Теперь 3 воздушные петли. 3 воздушные петли и соединительный столбик вот за переднюю стеночку. Вот такое у нас крылышко. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Провязав 9 столбиков, в следующую петельку я буду вязать крылышко тоже за переднюю стеночку. Но мы будем вязать с вами зеркально. Я провязываю в переднюю стеночку, провязываю соединительный столбик. Дальше 3 воздушные. Дальше в эту же петельку я провязываю 3 столбика с накидом. 2 и 3. Дальше провязываю столбик без накида в эту же петельку. И дальше до конца ряда я провязываю 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вот такие вот у нас получились крылышки. И провязан 6-й ряд. В 7-м ряду я провязываю 24 столбика по кругу, без прибавок и убавок. Единственное, там, где крылышки, я провязываю за заднюю стеночку петли. А так я провязываю все за обычную петельку, за полную петельку. Давайте так провяжем.
Итак, провязала я 7 ряд. Вот такая деталь уже получается. 8 ряд. В 8 ряду я провязываю 2 столбика убавка. Провязываю первый столбик, провязываю второй и убавка. Так нужно провязать до конца ряда. Всего 6 повторений. 1, 2, убавка, 1, 2, убавка, это будет 3-е повторение, 1, 2, убавка, это будет 4-е повторение, 1, 2, убавка, 5-е повторение и 1, 2, убавка, 6-е повторение. Провязала я 8 ряд. В 8 ряду у нас получается 18 столбиков. И дальше 9 и 10 ряд, 2 ряда я провязываю 18 столбиков без накида по кругу, без прибавок и убавок. Давайте так провяжем 2 ряда. Итак, связала 9 и 10 ряд. Теперь на этом этапе я вставляю глазки. Вставляю глазки напротив ножек или отступив от крылышек во вторую петельку. Одну петельку отступаю, а вторую, следующую вставляю. И вставляю между 7 и 8 рядами. Между 7 и 8 рядами. Все, давайте закрепим глазки. Итак, закрепила я глазки, набила уже холофайбером. И теперь следующий ряд, 11, я провязываю половинку только. Провязываю 1, 2, 3, 4, 5, 6 или 7 и 7. Провязав 7 столбиков, мы должны дойти до боковой части нашей совушки, чтобы связать ушки и вывязать голову. У каждого будет свои петельки, возможно, у вас другая плотность вязания, может у вас получиться не 7 столбиков, вот, а больше или меньше. Вот, и теперь как мы соединяем голову. Набираю я 1. Так, сейчас. Провяжу петельку нормально. Вот, провязываю 1, 2, 3. Провязав 3 воздушные петельки, будем соединять с вами
голову столбиками без накида. Вот я вставляю в петельку свободную и будем соединять две стороны. И в первую петельку на второй стороне. Вот. И провязываем 1, 2, 3, соединяя вместе 4, 5, 6, 7, 8 и 9. 3 воздушные и соединительный столбик вот в последнюю петельку. Обрезаю хвостик подлиннее, сантиметров 20. И фиксирую ниточку. Вот, все убираем. Вот такие вот ушки у нас получаются. Теперь я одеваю иголочку. Мы этой же ниточкой будем вышивать брови, поэтому нужно было обрезать подлиннее. Вставляю вот в этот уголочек, а вывожу там, где я бы хотела вышивать брови. Вот между 10-м и 9-м рядами. Вот так вот поправляю. Все. И вот смотрю до серединки глазика. Можно еще немножко. Вот. Вот так вот. И вот на серединке глазика я вставляю. Вывожу на второй глазик. И вот такую вот нахмуренную. Получается у нас такая вот нахмуренная бровь. Вот. И точно так же на другом глазу вывожу где-то в другое место. Вот. И вот у нас получается уже вот такая вот бровь. Ее можно, в принципе, приклеить, чтобы она чтобы зафиксировать ее. Вот, фиксируем ниточку. Ну, это уже можно сделать в конце. Я фиксирую ниточку и обрезаю. Все, и получается одной ниточкой мы и спрятали хвостик, и вышили бровки совушки. Так, теперь давайте носик. Я обрезаю небольшой кусочек той же самой желтой пряжи. Одеваю иголочку и вышиваю птичку посерединке носик. Ну, вернее, как бы вышиваю клювик посерединке глаз. Вот где-то приблизительно вот так. Поправляю все. Вот так. Небольшой клювик такой вышиваем. Все, фиксируем тоже ниточки. Все, вышили мы с вами клювик. И теперь давайте вышьем типа перышек. Я беру точно такую же пряжу, как я брала для вывязывания шляпки нашей выпускника.
Вот, и буду вышивать перышки такие. Тоже галочками буду вышивать, чтобы вот в хаотичном порядке я буду вышивать сзади и спереди. Итак, вышила я перышки. Вот так в хаотичном порядке. То есть вы тоже можете вышить так, как на ваше усмотрение. Я вышивала вот так вот меленькой птичкой, такой вот галочкой. Вот. И теперь нам осталось только приклеить шляпку нашу на выпускника. Можно оставить совушку в таком виде. Вот. Можно приклеить, пришить и приклеить шляпку. Я ее предварительно приклеиваю шляпку и затем пришиваю. Можно на это ушко, можно на это ушко, то есть тоже на ваше усмотрение. Вот. И давайте с вами этот вариант пришьем, а уже выбирать то есть вы можете оставить. Вы можете либо вот такую вот совушку уже оставить, она уже выполнена и уже полноценная совушка. Либо, если это совушка выпускник, значит мы пришиваем и приклеиваем шляпку. Я шляпку предварительно приклеиваю и затем пришиваю. Все, давайте я вам покажу, как я пришиваю и приклеиваю шляпку.
Итак, связала я совушку, пришила шляпку, предварительно приклеив ее. Вот такая вот совушка-выпускник у нас готова. Совушки можно вязать в разных цветах, со шляпкой и без. То есть вы уже выбираете цвет совушки на свое усмотрение. Надеюсь, вам все понравилось. Надеюсь, вам понравились мои совушки, и вы будете их вязать с удовольствием. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди еще очень много мастер-классов. Ну а на сегодня им говорю пока-пока.